Я просил у Всевышнего, чтобы мне дал там какую-то сумму, чтобы там была какая-то машина. Ну, уже у меня есть больше, чем я просил точно. И о такой старости богатой я уже не мечтаю, потому что у меня уже есть все, что, о чем я просил, и даже намного-намного больше. Я хочу как-то вот большую семью, чтобы мы где-то вместе жили не в городе, где-то там за городом, на ферме, в селе, не знаю, вот такую жизнь я хочу. Я не представляю, где бы он оказался, если бы не условно наше стремление. Будем искать тот самый луч света в темном царстве, в темном туннеле. Знаем, что Всевышний рядом с нами. Ну что, дорогие друзья, сегодня у меня непростая задача по двум причинам. Во-первых, у меня в гостях чемпион, которого знают все. Во-вторых, я поставил для себя задачу, чтобы большая часть нашего с ним подкаста была посвящена не спорту. Поэтому, Ислам, ассаляму алейкум. Спасибо, что принял приглашение, пришел, благодаря нашему посреднику Курбану, пусть Аллах вас даст благом. Я, готовясь к нашему сегодняшнему подкасту, думал, какие вопросы тебе накидать, так, чтобы было интересно и тем, кто тебя хорошо знает, и тем, кто тебя не знает. Наверное, первый вопрос будет касаться того, что ты часто ездишь за границу, и наверняка есть такое ощущение сравнительное, там, плюсы, минусы, общество, люди, взаимодействие. То есть ты человек, который всю жизнь прожил здесь, и выехав туда, видя, как они коммуницируют, как они взаимодействуют, как они общаются, наверняка какой-то контраст. Вот расскажи, пожалуйста, о 3 самых ярких впечатлениях, которые прям сильно тебе напомнили, что ты находишься не на родине. С чем это было связано? Всем салам алейкум, всех приветствую. Так начну. Наверное, первое, то, что я вот выезжаю за границу, и меня вот всегда беспокоит. Много чего бывает за границей. Я смотрю и говорю сам себе, а почему это у нас не так? Но это в первую очередь в плане строительства, дорог и Инфраструктуры. Инфраструктуры. Это меня больше всего беспокоит. В остальном я много езжу, много там времени провожу, не то, что поехал, приехал, вот, месяцами где-то нахожусь. И вся моя команда, которая со мной ездит, они там тоже, считай, без отдыха, вместе со мной зал обратно, это вся рутина, ничего не меняется каждый день, и они не отдыхают эти 1,5-2 месяца. И мои друзья с команды мне всегда говорят, может, после боя сразу поедем куда-нибудь там, отдохнем пару дней. А я говорю, нет, на следующий день после боя я беру билеты, чтобы первым же рейсом оказаться дома. Мне нравится дома находиться, и это единственное место, куда что меня тянет каждый день обратно. Люди там, вот насколько их отношения, насколько их общение друг с другом, общение с людьми не из их региона, да, приезжими, насколько оно сильно отличается от нашего? Ну, вот мы же в Америке больше времени проводим. Если сравнивать с нашими людьми, американцев, они все приветливые, дружелюбные, хорошо с нами общаются. Может, нельзя меня там сравнить с другим человеком, потому что в большей степени меня они узнают, как-то относятся как там к спортсмену, а не к простому человеку. Ну, с нами все хорошо общаются. Мы бываем там, много времени раньше проводили в Сан-Хосе, это такая небольшая деревня. Там практически все знают, что там есть большой зал American Kickboxing Academy, что там много спортсменов всегда бывает. И вот все, что там вокруг происходило, все люди нас узнают, знают. А так, я думаю, что и люди тоже у нас лучше. Но есть такой стереотип, что там вот за этой, знаешь, такой формальной улыбкой, доброжелательностью скрывается какое-то странное отношение, например, к соседям. Там вот рассказывали многие ребята, ты можешь спокойно каждый день видеться с соседом, у тебя будет быть все хорошо, но твоя там, не знаю, газонокосилка в какой-то момент времени не в то время, когда она включилась, или там не то постригла, и спокойно тебе приходит исковое заявление от соседа, который вчера тебе улыбался, спрашивал, how are you doing, и все остальное. Есть такой момент, ты с этим? Думаю, да, есть. Но это их культура такая, нельзя их винить за это. Это не знаю, это у нас то, что нам необычно, для них это вообще обычное дело. И они так живут, так выросли, в детстве их так учили, что там нельзя там после 9 вечера шуметь, нельзя рано утром шуметь. Это вот культура у них такая. Это у нас там каждый сосед, это брат твой, родственник, кому ты там каждый день в гости заходит. Но у них это не так.
сосед, они хорошо друг к другу относятся, но ты должен соблюдать все границы. Ты упомянул вопрос, связанный там с воспитанием и детством. Вот несколько раз натыкался на твои видео, где вы обсуждали, по-моему, с Абубакром вопросы того, что вы то ли учились вместе, то ли как-то детство проводили. И несколько раз читал даже в комментариях, что там забирали ли в детстве, не забирали в детстве. Может, мое детство то же самое было, как бы тот, кто посильнее приходил, там что-то забирал, отжимал и все остальное. Имеешь ли ты к этому отношение? Было ли это рядом с тобой? И в целом, как считаешь, насколько сегодня изменились дети и воспитание в целом с момента, вот, то детство, если сравнить, когда мы были и как наши сейчас дети развиваются? Я вот с самого детства, я думаю, я был сторонником маслята, сторонником того, чтобы не было несправедливости. В классе я же знал Абубакра, но он не то что сильнее, он был всех старше просто. На 2 года он был старше всех, и я же как-то шутил еще, ему эта тема не нравится, но это так и оно и есть. Он сам по себе добрый человек, чуть такой, вырос в селении, приехал он к нам учиться, и вот просто так он там ручку у кого-то забрал, вот, что-то он должен был такое нехорошее сделать, и я-то с ним был хорошо знаком. Я с его братом был знаком, Асхабом, они были моими одноклассниками, Асхаб и Абубакр. И он мне сейчас до сих пор он шутит со мной, что, говорит, тебе повезло, говорит, что ты с Асхабом хорошо дружил, говорит, так бы я у тебя тоже ручки забирал. Понятно. На самом деле у меня тоже были и в классе те, кто на 1,5 года старше, и в детстве тяжело было с ними. То есть, что с ним сделать, что он ребенок, да, выше там тебя на голову, и физически сильнее, и тяжело бывало, там что-то соперничать, пытался как-то ходить на тренировки какие-то, чтобы ему, как у нас говорят, ответки кидать. Тебе не кажется, что сейчас детство у подрастающего поколения у нас в республике очень сильно изменилось по сравнению с теми годами? То есть более, знаешь, такое мягкое, более такое заботливое, и нельзя сравнить с тем, в каких условиях росли мы. Думаю, да, вот очень сильно поменялось мое школьное время и то, что сейчас в школе происходит. Не знаю, большая часть, наверное, это все телефоны, это все, не знаю, почему так, даже вот так резко это все поменялось. Но мы росли по-другому, и, например, знаешь, как если мы там говорили вот года 3-4 назад, как мы росли в Америке, для них это было чем-то таким нереальным. Но сейчас мы как-то стали ближе, что ли, к Западу, вот как там в школах примерно, не скажу, конечно, это большая разница до сих пор, но что-то к этому у нас идет какая-то склонность. В процессе многих просмотра видео и в процессе знакомства через соцсети я заметил, что тоже являюсь патриотом. У меня постоянно бывают дискуссии с моими там близкими, у меня даже были несколько публичных дебатов на тему переезжать или не переезжать. Мне постоянно твердят о возможностях на Западе, о возможностях на Европе, о возможностях самореализации, о сложном политическом строе, об экономике, об угрозах, о рисках. Но я вижу и по твоим словам, и по видео, опять-таки, что все-таки ты за то, чтобы не переезжать. Вот в этих дебатах какую сторону ты занимаешь, и приведи несколько аргументов, почему. 100% я патриот, я люблю свою родину. И всегда, как я сказал, ищу вот возможность поскорее бы вернуться, потому что, во-первых, родители, семья, близкие, все здесь. И друзья мои, основная часть моих всех близких друзей, они здесь. И для меня вот это, как скажем, вот эта тема вообще, семья и родственники, близкие, она важнее всего остального. И из-за этого я, думая о будущем, строю вообще планы, и эти все планы у меня на родной земле, как-то здесь освоиться, как-то здесь. А нет ощущения, что для молодежи все-таки с точки зрения профессиональной самореализации, карьерного роста, научного роста, больше возможностей на Западе, где ты можешь создавать корпорации, компании, меньше какого-то контроля и все остальное? Нет такого ощущения? Есть такое тоже. Но я же говорю, для меня тяжело. Может, потому что я вот все детство провел вообще в горах, в Махачкале, как-то это мое родное. Бывает же, вот когда тебе комфортно где-то находиться, да, у меня бывают возможности поехать куда-то, заработать что-то там, сделать там 5-6 поездок, когда у меня есть время. Мне этого не хочется всего делать.
Вот мне хочется в последнее время просто от всей этой городской суеты поехать все на ферму, сесть на лошадь и вот куда-нибудь пойти от всей этой суеты подальше. Ну, у меня лошадь нет, но у меня бывает тоже такое большое желание работать, причем и в свободное время, и в несвободное время. Я тоже считаю, что если я и уеду, то только либо когда буду вынужден уехать, либо когда какой-то проект, который связан с моей основной деятельностью и развитие которого обязывает меня куда-то выехать, как вот в ссылку, наверное, вот так. Я тоже хотел бы, чтобы вся моя жизнь, жизнь моих детей, она как бы была тут, несмотря на то, что нам говорят, у нас там дороги, там это, не то, там экономика, еще что-то, люди там злые и так далее. И я тоже считаю, что все-таки надо делать все, что Хоть можешь, злые, с тем, но что родные. умеешь. Да-да-да. У меня просто есть реально несколько друзей, они переехали в Москву, они говорят, очень большой высокий уровень агрессии здесь. Вот тут действительно там, ну, сложно сказать, за какой-то поворотник могут там выйти два камушка, там рубиться. Как ты считаешь, вот насколько этот уровень агрессии нужно понижать? Или все-таки он нормальный, это характеризует нас как кавказцев, как мужчин? Ну, конечно, надо быть, я думаю, во всех, например, наша религия о чем говорит, чтобы ты был ко всем мягким. И надо быть мягким, надо идти искать компромисс во всех делах. Даже если взять как мусульманин, не тот силен, кто там, у кого больше там мускул или чего-то. Силен тот, кто себя может контролировать в гневе, кто может это все подавлять. Даже вот сейчас у нас в городе очень много происшествий вообще бытовых из-за маленькой там, из-за мелочи на дорогах люди могут там чуть ли не убить друг друга. Я думаю, нам всем надо быть мягче, надо всегда искать компромисс и все решать по-доброму. Я хотел бы затронуть такую щекотливую немного тему. Это ЛГБТ-сообщество, оно запрещено в России. Был слух, что, ну, опять-таки слух, да, в каких-то там статьях я это читал, что в Соединенных Штатах запрещено вообще каким-то образом порицать, осуждать, критиковать это движение. То есть там сразу прилетает вплоть до самых высших там эшелонов власти. Насколько это оправдано и были ли такие предостережения в ваш адрес? Да, были, я думаю, даже если сейчас я буду высказываться, это переведут на все языки. Но это одно из, наверное, более так весомых аргументов, почему вот я люблю именно свой дом, именно свою страну, потому что у нас этим, ну, есть контроль над этим. А в других странах там очень-очень-очень плачевно с этим. В каких-то странах больше, в каких странах там меньше. Но это вообще больная тема. То есть там, допустим, условно говоря, там в каких-то на встречах или конференциях прямо могут сказать, эту тему не поднимай или не критикуй, или тебе может прилететь за то, что ты там что-то высказался. Да, могут быть какие-то последствия, если там ты выскажешься на эту тему. Но я не боюсь этих последствий, потому что моя религия, моя культура, моя страна против этого, и я тоже так же. Также хотел спросить, вот в какой момент времени, несколько раз я тоже слышал, что родственники там твои, Хабиба, когда вы общаетесь в кругу друзей, они говорят, что я не хотел бы оказаться на том месте, потому что я, в отличие от тебя, могу спокойно пойти на рынок, что-то купить, что-то там пообщаться с друзьями, и меня там 50 раз не остановят. Насколько тяжело на самом деле быть в обществе, где тебя знают, постоянно подходят, постоянно просят, или ты на это не обращаешь внимания, это стало нормой жизни? Ну, не обращать на это внимание очень сложно, конечно, но это два конца, как говорится. Чемпионство, ты там узнаваем, тебя там уважают люди. Но если обратная сторона, где ты не можешь просто спокойно пройтись, не можешь с семьей куда-то выйти. Я не помню, что я там всей семьей куда-то выходил у нас в городе, там погулял. Вообще не у нас где-то вообще выходил куда-то там. Просто не можешь пойти, как обычный человек, в кафе где-то посидеть. И еще много таких моментов, где есть обратная сторона. Наверное, будет несправедливым, если не задам этот вопрос. Мне многие о нем писали. Относительно дозволенности вида спорта, да, мы все знаем, что боевые виды спорта, они запрещены. И хотел бы в этой связи спросить, первое, как стыкуется то, чем ты занимаешься, с религиозной частью? И второй момент, хочешь ли ты, чтобы твои дети пошли по этим стопам? Ну, я тоже, наверное, в большей степени склоняюсь, что
этим спортом не стоит заниматься, можно другие есть альтернативы, чем можно заняться другими видами спорта. Не только из-за того, что там он как-то запрещен в исламе, но есть еще. Очень тяжело будет в этом именно спорте, вот сейчас нынешнему поколению дойти до денег, на которых ты сможешь там обеспечить семью. Вот из-за этого я, наверное, посоветую людям, даже родителям, чтобы не уделяли такого большого внимания именно ММА. А в плане греха, чем я занимаюсь, есть же много хадисов тоже, что хорошие деяния закрывают плохие. И я общался тоже очень много с религиозными деятелями на эти темы, и они давали мне советы. И скажу так, что некоторые из них говорили, на данном моменте те уже нельзя оставлять, потому что ты можешь через это тоже принести больше пользы. Не знаю, конечно, это плохо, что, например, сейчас молодежь больше смотрит на каких-то там спортсменов, на каких-то там известных людей, чем на проповедников, на тех, кто нам представляет нашу религию. Да, это очень важно, то, что ты говоришь, потому что я задаю себе вопрос, вот какое количество людей занимается спортом, и какое количество людей из них достигает того результата, которому они посвящают свою жизнь. Причем спорт, несмотря на то, что, само собой, я и как-то все мы занимались спортом, там что-то достигали, что-то брали, я понимаю, что профессиональный спорт после 35, маловероятно, что ты станешь там чемпионом, будешь профессионально выступать, но при этом, когда ты только спортом занимаешься, то после 35 ты ничего больше не можешь, ни в какую сферу углубиться, ничем заниматься, на ринге ты уже не тянешь. Максимум это тренерская деятельность, которая, к огромному сожалению, сегодня тоже она обесценена. Да? То есть там 50 тысяч там, получают заслуженные тренера и ждут, пока кто-то станет чемпионом. Прав ли буду я, если скажу, что мне кажется, культ спорта в нашей республике нужно не заменить, а, наверное, немного переориентировать на культ знаний, культ, наверное, образования, культ каких-то видов, может, бизнеса и так далее. Да, я с тобой согласен полностью в этом вопросе, что, как я сказал, что до денег дойдут очень-очень маленький процент. И люди сутками в зале тренируются. Даже прихожу я в зал, я плюс-минус, я знаю, из кого получится, у кого есть талант, из кого получится спортсмен. А другим мне хочется сказать: брат, пойди там обучись чему-нибудь, пойди работай. Не могу я так сказать, потому что он верит, он смотрит и на меня, как, например, если я ему завтра скажу такое, то может тоже духом там сломаться и перестать вообще и тренироваться, и вообще чем-то нехорошим заняться. Из-за этого я думаю, что, например, занялся человек спортом, это очень такая тонкая грань и очень тяжелая. Если, например, я занялся спортом, и я буду второстепенно там какими-то другими делами, бизнесами заниматься, 30% там, 70% в зале, очень малая вероятность, что ты дойдешь до больших высот. Это у меня есть и наглядные примеры, мои друзья есть, которые очень талантливые, но он в зале, работая в зале, у него там голова в другом месте, он думает о бизнесе, он там считает свою прибыль, и просто он не получает пользы с этой тренировки. Есть такие примеры тоже. И например, если говорить сегодня обо мне, хвала Всевышнему, у меня есть брат, который полностью мне помогает, мой старший брат, к сожалению, один-единственный, что мне помогает во всех делах. И я ни в каких, есть у меня какие-то бизнесы, я ни в каких делах не считаю прибыль, там, ни цифры. Там. Операционно не участвуешь? Да, вообще не участвую. Я знаю, это идет, он мне говорит, как, что, и все. А так я прихожу на тренировку с открытой головой, что полностью я могу впитывать всю информацию от тренера. А ты упомянул о бизнесе. Я знаю, что и у Хабиба было много проектов, в которые он заходил. Несколько даже было обидно, что, знаешь, я как ты в спорте, да, я не такие прям регалии, но тем не менее какие-то на уровне там чемпиона там какого-то там округа и так далее в бизнесе занимаю. И поэтому, когда Хабиб заходил в какие-то темы, я думаю, неужели там рядом не было человека, который скажет: Хабиб, куда, зачем ты сюда залезаешь? Как у нас говорят, яма, да, мертвая тема. Вопрос, когда вы общаетесь или когда к тебе приходят с какими-то темами, есть какой-то у вас там, не знаю, фильтр,
или как ты говоришь, со старшим братом пообщались? Потому что я знаю, что несколько тем прям прогорало жестко. Ну, знаешь, мы все на Хаибе ошибках, наверное, учимся. Все наше там поколение в зале, потому что Хаиб там и в спорте, и вот в бизнесе большей части является для нас примером. И он нам тоже говорит, куда стоит, куда не стоит. И Хаиб же тоже не профессионал бизнеса. Он, вот, как ты говоришь, много где прогорел, многое что не сработало. И просто вот надо нам сейчас учиться на его ошибках и не повторять просто ошибки. Ну, знаешь, я когда был, один раз у нас была встреча в одном из проектов, и я видел его как человека в качестве, там, условно говоря, амбассадора-инвестора. У меня было ощущение, что его лидерские качества в спорте он переносит и на бизнес. И у него не сказать, что плохо получается, просто видно, что немного опыта не хватает для того, чтобы правильно проверить как бы нишу. И сейчас, насколько я знаю, он все больше и больше заходит в проекты, все больше в них участвует, потому что оставил спорт. По какому критерию он выбирает эти проекты? И насколько его выборы соотносятся с твоим выбором проектов? Ну, знаешь, он не только, вот после спорта он начал свою команду набирать, команду профессионалов, которые уже знают, там, что ему подходит, что не подходит. В первую очередь, как он выбирает проекты, это, наверное, с точки зрения дозволенности вообще по нашей религии, по нашим вообще принципам дагестанским. И вот так, наверное, подбор этих проектов идет. Ну, вот есть, конечно, где и я ошибался, где и он ошибались, но вот на сегодняшний день, например, если я захожу куда-то, ну, я часто советуюсь с его командой, стоит ли там, было ли у вас такое предложение, стоит ли туда заходить или нет. На данный момент из тех проектов, в которых ты участвуешь, это какие? Вот я знаю, падал, потом я знаю, я был на презентации Бриз Марина, какие еще проекты есть, и как ты говоришь, насколько ты в них сейчас, не знаю, инвестируешь или ожидаешь какой-то рост? Ну, такие, где я сам участвую, это вот в последнее время падал, который мне очень сильно нравится, игра, в которой вот, не знаю, вот все вовлечены. Вот кто один раз пришел, все, он уже болеет этим падалом, постоянно хочет играть. Я вот, у нас как раз 2-3 дня назад было уже, у нас месяц был такой пробный, все играли, проходили, там бесплатно пробовали. Ну, вот буквально позавчера мы вот с понедельника, да, запустили. И я вот вчера пишу, я приду послезавтра, там ночью поиграть. Нет, уже, говорит, на неделю у нас все занято. Я говорю, как так? Я когда могу прийти? И вот мы как раз, ну, на днях рано утром только открывать до 9 часов, там, я сказал, хотя бы с 7 до 9 я поиграю, очень хочется играть. Потом вот как раз я в Бриз Марина, хотя вот я вот скажу еще один факт, я очень против этого хаотичного строительства у нас в республике. Я с командой Бриз Марина мы как-то познакомились, посидели, я узнал, что за люди, где строят за городом, где очень много территорий возле моря, и решил сам инвестировать, сам зайти как партнер, не как амбассадор, как все думают, именно вот как партнер я вложился, и у нас по одинаковым процентам идет строительство. Еще таких, у меня есть много таких спортивных объектов, которые я строю, но это не в сфере бизнеса, это, наверное, больше как, не знаю, благотворительность. У нас в поселке, вот я стадион строю сейчас большой, потому что я сам вырос в Хушете, и я знаю, когда чуть дождь поморосит, там уже негде побегать, негде утром потренироваться. Строим там футбольный стадион, потом купил уже землю, буду строить в поселке спортшколу. Вот такие вот небольшие проекты. А еще есть там, ну вот, брат занимается то, что там продажей машин. Мы привозим китайские машины, там разные. Чанганы. Чанганы, остальные все. И продаем. Тоже хороший бизнес. Потом брат сейчас... Ну вот, видишь, в основном у меня брат занимается. Я вот не знаю цифры ни в одном вообще бизнесе. Потому что вот я вот целенаправленно и не хочу эти цифры знать, потому что у меня начнутся эти подсчеты, оттуда сегодня столько придет, я вообще не считаю. Я являюсь партнером в кофейне Фабриста, я являюсь партнером там в атлетике, вот таких, много-много таких мелких бизнесов. Мне просто интересно, с Курбаном насколько коллаборация, потому что, как я знаю,
остальные проекты, ну, такой активной твоей поддержки я их не вижу, то есть они больше медийные. А здесь ты выступал 2 раза на презентации, был, говорил, что там, если не дострою, я дострою. Ну, то есть ваша коммуникация на фоне чего? Он спортом занимается, Курбан вместе с тобой выступал. Выступал Нет, вместе. нет, я Курбана знаю, его дядю Батыра знаю, знаю, что они в других городах у нас в республике, у нас это в стране строили, и знаю, что они не занимаются этой хаотичной, беспонтовой, как у нас, застройкой. Ну, в последнее время, на самом деле, я считаю, что на рынке строительства в республике появились хорошие игроки, которые строят, и то, что было раньше, Порядочно. да, сейчас на самом деле так легко не построишь. Поэтому я считаю, что у нас порядок довольно неплохой уже есть, и я думаю, что в будущем будет. То есть эти пизанские башни, которые были лет 10 назад, сейчас так легко их не построишь, сразу придут, сразу там... Ну, сейчас тоже едешь, когда где-то думаешь, как этот дом, когда он вообще начал строиться, а он уже стоит там 10-15 этажей. Спасибо. Хотел задать вопрос давно по поводу воспитания. Вот ты сказал, что тебе не удается с семьей даже побыть какое-то время. А как ты участвуешь в воспитании вообще? Как ты закрываешь голод детей и жены в общении? То есть я сам всегда испытываю такие сложности, да, пытаюсь как-то это все там организовать. Ты, который постоянно ездишь куда-то, как ты решаешь эту проблему? Ну, когда получается, когда бывает дома, стараюсь больше провести время с семьей. По ресторанам, по кофейням не хожу, не провожу там много времени. Там увиделся с кем-то быстро где-то в кабинке и сразу домой. Там стараюсь, хотя бы очень, очень сложно, но стараюсь больше времени проводить с семьей, потому что чувствую ответственность. Дети растут. Если не я буду их воспитывать, то телевизор, телефон сразу захватят инициативу. Ну, не бывает такого, что там супруга или родители говорят, хватит, оставайся, давай уже как бы возвращайся. Это главная тема, Да? больная тема дома. Мама еще сколько лет. Помню, когда выиграл по боевой самбо, ну, я тогда еще профессионально боями не занимался, выиграл чемпионат мира, мама мне говорит, Ислам, всю жизнь, говорит, у вас олимпиады нету, говорит, чемпионат мира выиграл, хватит, это уже сколько лет прошло. Но вот с тех пор я как-то с мамой постоянно на эту тему общаюсь, и она мне сейчас в последнее время что-то говорит. Она мне уже говорила, вот Хабиб послушал маму, говорит, а ты не хочешь слушать? Я говорю, я ей объясняю, она так мне не поставила вопрос, или там выбирай, да. Ну, как-то общаюсь, и она мне сейчас говорит в последнее время, я хочу с Хаибом увидеться, говорит, нам надо поговорить. Я говорю, о чем тебе надо с ним? Нет, мне надо поговорить, говорит. Сейчас пока я не организовал эту встречу, но я понял тему разговора. Но если мама скажет, ты оставишь? Но если, конечно, будет мама настаивать прям вот ребром, то и... Ну, я думаю, что да, наверное, она поговорит с Хабибом, может, к какому-то решению придут, которые, как говорится, устроит всех. И я хотел, знаешь, еще какой очень вопрос затронуть. Я вспоминаю вот бытность своей молодости, тогда были дискотеки, Попас, Совой, там еще, и каждый спортсмен считался, в принципе, каким-то членом такого ОПГ, какой-то банды, да, который там что-то забирал и так далее. Были какие-то кланы, были какие-то группировки. И вот я на самом деле не так близок, наверное, к Хабибу. Мы там встречались пару раз, и нет такого, что мы там с ним общаемся, пересекаемся. Но я считаю, что огромный вклад и его отца, и его в том, что вот это поколение спортсменов, оно немного, знаешь, стало более цивилизованным, что ли, более религиозным, более соблюдающим. Если раньше они считали своим долгом, как хвастались, да, там, кто у кого сколько телефонов забрал, кто там что-то там у кого-то там отобрал, забрал, кинул. А сейчас как бы, когда они показали какой-то пример, что нужно быть скромным, нужно быть религиозным, нужно быть соблюдающим, нужно быть уважительным к своим родителям, какое-то поколение спортсменов, оно каким-то образом перевоспиталось. У тебя есть такое ощущение, если проводить эти параллели, или все-таки это изменение произошло по другим каким-то причинам? Я думаю, ты прав, да, изменения такие большие произошли. Ну, это уже как-то у нас в народе это не норма, у кого-то что-то забрать, потому что ответственность тоже большая. Ты сегодня у кого-то что-то заберешь, ты уже под камерами, и если ты там Всевышнего не боишься, то точно ты закон будешь бояться, и завтра тебя найдут и накажут. И большому, наверное, плюсу, что у нас в зале это никогда не приветствовалось.
обижать, забирать. У нас такого никогда не было. Наш тренер нас так воспитывал всегда, что надо уважать и старших, и младших, и в обществе он нам говорил, как себя вести. И хвала Всевышнему, наш зал в таких там непонятных темах никогда не был причастен. По поводу чтения, Хабиб рассказывал, и ты рассказывал, что вы много читали, много писали. Не так, чтобы мы там... Ну, просто я, по крайней мере, видел, он рассказывал, что отец его заставлял там что-то переписывать, да? Хабиб вообще в школе, мы же учились вместе, это был самый примерный ученик. Он ходил, когда все уже там в заднем кармане с тетрадью ходили, с помятой. Хабиб ходил с папкой, там все книги, все тетради, чемодан у него был целый, белая рубашка, там брюки. Хабиб был вообще примерный ученик в школе. Я почему спросил сейчас, насколько, вот несколько роликов было шуточных, и я тоже какой-то Хабиба обращение записывал по поводу там сицилийца и Мария Пьюза. Насколько на самом деле популярно сейчас среди спортсменов стало читать? У меня ощущение, что даже те, кто хотят читать, они боятся какого-то осуждения со стороны, что я там будут высмеивать, и как бы глупый человек не буду читать. Нет, ну знаешь как, мы же много времени проводим на сборах. Чем заняться между тренировками? Если какая-то хорошая книга попадется, это вообще хороший собеседник. Ну, я так не скажу, что я много читаю, но всегда у меня на сборах бывает какая-то книга с собой. Я ее там могу не дочитать полностью, если она мне не понравилась. Если там тяжело идет, не понимаю ее хорошо, тоже оставляю. Ну, сицилийскую мафию я дочитал. Еще, знаешь, хотел спросить, извини, что я бегаю по вопросу, мне просто будет интересно. Вот несколько раз я замечал, что бойцы там, они имеют какую-то профессию вместе со своей бойцовской. То есть у нас вот спортсмен, допустим, там, не знаю, ты, Хабиб, остальные ребята, то есть они вот спортсмены и все, то есть они вот спортом занимаются, все. А когда мы смотрим, там один пожарный, второй там врач, третий там курьер, четвертый там садовник, и при этом он выступает в боях. Почему такая-то разница в культурном каком-то коде, или почему так происходит? То есть у них это получается сочетать, а у нас в основном это вот как бы одна линия и все. Ну, это, наверное, больше вот на Западе, наверное, где-то, когда вот пожарник, там кто-то еще. Ну, мой принцип такой, что не стоит распыляться. Если ты, например, есть же наглядные примеры. Я, Хабиб, там, у нас, с нашего зала, там, бойцы, там, предыдущего поколения, которые были, совмещать профессиональный спорт, вот именно ММА, и там работу очень тяжело. И ответственность большая. Я уже где-то говорил, что борца могут на туше положить, он проиграет, а у нас могут покалечить, если ты не готов. Ты должен полностью подготовиться с большой ответственностью, что завтра тебя там не покалечат. И для меня как-то совмещать, ну хорошо, если я потренировался, это где-то в начале, может быть, ты потренировался, пошел поработал, там где-то охране или еще где-то, и пришел домой. Но если сейчас ты на профессиональном уровне, на таком высоком уровне, я где-то буду тренироваться, идти работать, это, считай, я не восстановлюсь ко второй тренировке, и я не смогу в форме подойти к бою, и это уже может злую шутку сыграть. Вопрос относительно политики. Сейчас наверняка тебя тоже часто спрашивают, говорят, если тебе предложат какое-то кресло, там, министра, замминистра и так далее. Сразу говорю, строительство я пошел. Чтобы Курбану помочь этот строительство? У нас нету, я же говорю, у нас Бриз Марина все документально, все в порядке, все оформлено, мы там не строим небоскребы у нас. Ну ты министр строительства согласен был бы быть? Да, я бы сделал бы порядок здесь. Постарался бы, потому что я же говорю, я вот патриот своей республики, я очень сильно переживаю вот именно вот это. Хорошо, вот давайте вопрос опасный задам. Вот ты стал министром строительства, приходит Хабиб, говорит, вот давай вот здесь не участок, вот такой дом построим. Что ты скажешь? Во-первых, Хабиб точно не пришел бы. Ну, условно. Мой друг пришел бы, я бы ему сказал, нет, у тебя есть дети, у тебя есть семья, мы ответственны за то, в каком положении они будут расти, в какой сфере они будут расти, мы же за это ответственны, давай во благо смотреть. Ну, есть вообще позиция, что, вот, допустим, к политике лучше не подходить, это дело грязное и так далее. Какой позиции придерживаешься ты вообще? Насколько для тебя это близкая история? Ну, если есть направление, где я могу принести пользу, почему бы и нет? Если я смогу принести пользу. Если я не могу, я не пойду туда.
ну, не знаю, министр экономики. Не смогу я там работать, у меня нету образования такого, чтобы там быть полезным министром экономики. Но в сфере строительства какой-то план строительства, какое-то там соблюдение каких-то архитектурных норм, это я бы смог бы сделать и остановить вообще то, что, ну, наверное, уже не так сильно, но и так, что уже наделали, сделать какой-то порядок. Если у тебя была бы возможность сделать какую-то часть нашей молодежи представителями какой-то профессии или дать им какой-то фокус, то чем бы ты порекомендовал им заниматься в ближайшие там 3-5 лет? Точно я бы не сказал бы, чтобы они там занимались профессионально спортом, не стал бы их там мотивировать, чтобы они каждый день в зал ходили. 100% сказал бы, чтобы они учились, обучались какому-то, не знаю, ремеслу, хотя бы там какой-то мелочи, потому что хороший работник, ну, давай возьмем там снизу, я не говорю там о каких-то менеджерах там больших компаний, снизу, да пусть будет даже хороший сварщик, он всегда востребован. У меня есть друг, наглядный пример, он очень хорошо зарабатывает, он супер сварщик, вот как я в UFC, он в своей сфере, он вот такой, у него полгода очередь. Я там прошу у него там какие-то там мне крепления, что-то сварить, грушу повесить, у него там, я ему график работы порчу. В любой такой сфере, если ты профессионал, ты всегда востребован, всегда ты заработаешь минимум себе там на хлеб, чтобы свою семью обеспечить, и еще можешь откладывать. Полностью согласен, у нас большой дефицит профессионалов. Больше скажу, мы из-за того, что не можем здесь найти, привозим из Центральной России людей. Представляешь, вот за 150 тысяч рублей мы, не сумев найти здесь, приглашаем специалиста из там, не знаю, Брянска, из там, я не знаю, Подмосковья. Люди приезжают сюда с семьями, живут здесь неделю уезжают, неделю живут, неделю уезжают. За эту сумму. Место какого-то зовешь, зачем, почему, а что, я должен, не должен, и так далее. Поэтому, А потом говоришь, работы нет. да, это вот любимое дело, работы нету, без денег не берут, без связи не берут. Я говорю, послушай, мне не нужны связи, твоя нация тоже не нужна. Приходи, работу сделай. Но очень в этом плане я считаю, что у нас разбалованы. И мне кажется, что отсутствие конкуренции, как в Китае, например, если была бы конкуренция, где работники и спят на рабочем месте, и едят на рабочем месте, и там знают, что там чуть не выполнил план, все, иди, там сзади 100 человек, которые туда метятся. У нас вот это отсутствие конкуренции и то, что родители там, до 35 лет своего сына там, пытаются как-то вот подтягивать, воспитывать, это влияет. Заключительный, наверное, вопрос. Кем ты видишь себя в старости? И как бы ты хотел ее провести? Старость. Хотел бы большую семью и больше времени проводить с семьей. Хотел бы, чтобы когда я, ну, не сказать старым, когда уже все оставлю, когда эти бои... Знаешь, как, например, Мурат, мой папа был водитель маршрутки, мама тоже там каким-то мелким бизнесом, кафе было у нас небольшое. И можно сказать, что я такой не с богатой семьи, точно не сказать тоже, что с бедной семьи. Ну, с такого поколения, что вот деньги хватали, но не было лишних денег. И я просил у Всевышнего, чтобы мне дал там какую-то сумму, чтобы там была какая-то машина. Ну, уже у меня есть больше, чем я просил точно. И о такой старости богатой я уже не мечтаю, потому что у меня уже есть все, о чем я просил, и даже намного больше. Я хочу как-то вот большую семью, чтобы мы где-то вместе жили не в городе, где-то там за городом, на ферме, в селе, не знаю, вот такую жизнь я себе хочу. Пусть Аллах поможет, чтобы конец был благим, принесли максимальную пользу нашему обществу, чтобы примеры стали заразительными, чтобы твой посыл, чтобы наша молодежь больше углублялась в образование, в интеллектуальное развитие, фокус на достижение каких-то больших высот в науке, чтобы он оправдался. И, безусловно, при том, что мы также продолжали заниматься спортом для себя, для здоровья, чтобы кавказец, как и раньше, ассоциировался с таким брутальным, крепким спортивным телосложением братом. Заниматься все должны, хоть ты там профессионально, непрофессионально, я думаю, для здоровья. Если ты не будешь заниматься, то твое здоровье будет намного хуже. Как такой стереотип, что спорт это забирает много здоровья, я с этим не согласен, что умеренно, фитнес, то это большая польза для организма.
Хорошо, жду тогда приглашения на падл. Думаю, окажу тебе сопротивление. На ринге не могу, в падле потягаемся. Хоть название не нравится, мы можем поиграть. Иншаллах. Спасибо большое, Баракаллах фик за беседу. Слава Богу. Я не представляю, где бы он оказался, если бы не уступил наше стремление. Будем искать в самом лучшем света, в темном царстве, в темном туннеле. Знаем, что Всевышний рядом с нами.